Иран атакует Трампа, белорусские танки отправляются к границе, а в РПЦ освящают ядерное оружие. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Россия жалуется на Украину в ООН. Говорят, что это терроризм, и в то же время обстреливают Киевскую, Одесскую и Херсонскую области. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. Украинские пограничники не видят усиления белорусских войск на границе и перемещения техніки. Додаткових сил не фіксується. Протесты в сербском Белграде, экологическая инициатива или попытка государственного переворота. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Российский так называемый омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение в ООН и требует у Верховного комиссара ООН по правам человека осудить, как она говорит, варварское нападение на Курскую область. Она называет это нападение терроризмом со стороны Украины и говорит, что тысячи мирных жителей пострадали от нападения ВСУ. Интересно, это что ж получается? Тысячи пострадали от диверсионно-разведывательных групп или мелких групп террористов, как их называют в российских медиа? Странно. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о нарушении прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре. Важно заметить, что в то время, как Москалькова писала свое обращение, российские войска ударили ракетами по пригороду Киева, Броварам, убив там отца с сыном этим ударом. И это, к сожалению, не первый подобный обстрел. Очень хотим спросить тут ваше мнение по поводу обращения российского так называемого омбудсмана. Правильно сделала, как думаете? Пока вы пишете в комментарии и формулируете свою мысль, мы продолжим развивать свою. Аналитики Института изучения войны утверждают, что в Кремле намеренно преуменьшают масштабы событий в Курской области, показывают свое нежелание идти на радикальные шаги. Издание «Верстка» пишет со ссылкой на источник в администрации президента, что там рекомендовали депутатам Госдумы не комментировать события в Курской области или комментировать как можно лаконичнее. Аналитики института пишут, что Путин назначил Бортникова, главу ФСБ, руководить контртеррористической операцией, но на объявление военного положения или на еще какие-то резкие движения он не пойдет. Мы поговорили с экспертом международной политики Антоном Кучухидзе. Он объяснил, как на это могут отреагировать в мире и почему так реагируют в России. Они обвинили Украину в нарушении чуть ли не всех норм международного права, забывая, что международное право, все его положения практически, особенно в части международного гуманитарного права, в части Устава Организации Объединенных Наций, нарушила непосредственно Российская Федерация. И как раз таки после того, как рашисты все нарушили, у Украины появилось право, оно в принципе в теории международного права так и было, но реагирование Украины абсолютно вписывается в Устав Организации Объединенных Наций относительно права государства на коллективную или индивидуальную самооборону. Они же не хотят показать, что они были не готовы к данной операции. Вот, например, буквально вчера вышла статья на Sunday Times, где они четко указывают о том, что политическое руководство Российской Федерации не готово было к данному действию со стороны Украины. Соответственно, например, британская пресса четко указывает от инсайдеров о том, что внутри кулуаров российской власти идут определенные разбирательства, что делать, как быть, кто виноват. И это прекрасно. Пусть они там все парализуются и не смогут принимать адекватные политические и военные решения. Российские губернаторы областей, принимающих участие в КТО, утром заявили о масштабных обстрелах территории областей дронами и ракетами. В РПЦ, Русской Православной Церкви, заявили, что ядерное оружие можно освящать.
Протоиерей Константин Татаринцев заявил, что освещение ядерного оружия вполне приемлемо. По его словам, с одной стороны, освещать то, что массово уничтожает людей и сеет смерть, нельзя, однако с другой стороны, это же оружие сдерживания, то есть оно гарант мира, и с этой точки зрения обряд возможен. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. На границе с Белоруссией перемещение техники не замечено, говорят украинские пограничники. Ситуация не меняется, даже несмотря на заявление Лукашенка. Звісно, ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, скоріш за все для того, щоб продовжувати підігрувати Росії, в сфері впливу якої вона залишається вже довгий час. Бачимо, знову ж таки, звинувачення в бік України. Це неодноразово робилося Лукашенком і загалом Білоруссю протягом всієї цієї повномасштабної війни. Ну, але на даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Скоріше за все, в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити і фото, відеоматеріали, можливо, якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною. Але на даний момент, ще раз кажу, поряд нашого кордону додатковых сил не фиксируется. К тому же Министерство обороны Беларуси отчиталось о переброске танков одной из механизированных бригад к границе. Видимо, это новейшие прозрачные танки. Но в телеграм-канале Минобороны даже появилось видео погрузки этих машин на ЖД-платформы для транспортировки. Трампа взломали. В штабе кампании кандидатов в президенты США от республиканской партии заявили о том, что их внутренние коммуникации взломаны. Издание «Политика» получили электронные письма с анонимного аккаунта с документами из предвыборной кампании Трампа. В самой партии заявляют, что это сделали иранские специалисты. Их же обвиняют в покушении на 45-го президента. И говорят, что по времени все совпадает с избранием Трампом кандидатуры вице-президента. В отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали учетную запись высокопоставленного чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, что совпадает во времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента. Это произошло после недавних сообщений об иранском заговоре с целью убийства президента Трампа. Иранцы знают, что президент Трамп остановит их правление террора так же, как он сделал это в первые 4 года своего пребывания в Белом доме. Любые медиа или новостные агентства, которые перепечатают документы или внутренние коммуникации, выполнят волю врагов Америки и сделают именно то, что они хотят, говорят в штабе кандидата от президенты от республиканцев. А мы расспросили у эксперта по международной политике, что это может значить и почему именно Иран. Команда Трампа точно знает, кто стоит за этим взломом. Но мы же понимаем, когда он обвиняет Иран, куда это сигнал? Это сигнал или Китаю, или Российской Федерации, потому что они работают в связке по многим международным региональным вопросам. Я не думаю, что сам Иран смог бы это сделать. С другой стороны, ради справедливости нужно сказать, что у Ирана, конечно же, есть интерес. Вы, если вспомните первую каденцию непосредственно президентства Трампа, то он очень сильно поддерживал Израиль. Я думаю, что Иран сейчас это больше как или Иран использует, как одни, так и другие, или все-таки Трамп посылает сигналы, что мы видим всю работу. Но пока я говорю Иран, но вы же понимаете, что наши разведки в прошлый раз установили, что это Китай с Россией. Десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда, протестуя против нового литиевого проекта Рио Тинто в Западной Сербии из-за угрозы экологической ситуации. Сербские официальные представители утверждают, что эти протесты направлены на государственный переворот и на свержение правительства Александра Вучича. Лидер протеста и фермер из региона Ядар, где проект литиевой шахты и должен быть реализован, призвал протестующих заблокировать 2 крупных железнодорожных вокзала в Белграде. Reuters пишет, что литиевый проект Ядар
стоимостью в 2,4 миллиарда может покрыть 90% текущих потребностей Европы в литии и сделать Рио Тинто, эту компанию, одной из ведущих мировых производителей лития. В Германии сравняют с землей часть атомной электростанции, конечно, выведенной из эксплуатации, станции Графен-Райнфельд в центральной части страны. Две башни, градирни, башни для охлаждения воды воздухом из атмосферы, 143 метра в высоту и диаметром 105 метров у основания, 64 метра на вершине. К 16 августа, если все будет в порядке, то они будут полностью разрушены. Перед этим будет произведен взрыв, чтобы распугать птиц. Стоить эта процедура будет немногим более 3 миллионов евро, и 2/3 материалов можно будет использовать после в других проектах. Последний день Олимпийских игр. Сегодня подводятся итоги соревнований. Пока в командном зачете лидируют спортсмены из Китая. У них 39 золотых медалей. За ними идут сборные США с отставанием в 1 золотую медаль. Далее Австралия и Япония с 18 медалями каждая. Украина на 21 месте, а объединенная команда беженцев на 82-м. Церемония закрытия игр в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе Стад де Франс в 9 часов вечера по центральноевропейскому времени начнется. Можем смотреть. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», тем самым поддерживая нас, помогает создавать новые и новые видео. Давайте на этом не останавливаться. Также не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.